Хей-хей-хей, привет, друзья! Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы писали в комментариях в Инстаграме и Ютьюбе. Для того, чтобы не проебать ответ на ваш вопрос или на какие-то другие интересные вопросы, жмите, подписывайтесь, подписывайтесь. А ну подпишись, я сказал. У нас есть вопрос от Вадима Калиныча. Почему ваши раунды для традика жирнее обычных и очень сильно дырявят кожу? Даже такие эксперты, как Лещев, об этом писали в комментариях о иглах. Ну, окей, мне Лещев лично об этом ничего не говорил. Лично мне он говорил, что ему нравятся эти иголки. Не суть. Суть в том, что наши иголки отличаются. И когда я их разрабатывал, когда я их создавал, я отталкивался от тех самых иголок Эйкон, которые делались еще, именно продавались для пайки. Потому что я в свое время попаял иголочки. Я паял не менее 10 лет иголки, общался с самыми крутыми на тот момент мастерами в Москве и в России, которые сами паяли иголки. И по факту была такая тема, что некоторые раунды паялись их не сводили. То есть по факту контурили люди резками, раунд-шейдерами. И это именно пошла мода из Америки сюда. Она, естественно, к сожалению, это очень быстрый метод, но он доступен не всем. У нас даже в описании к иголкам же, по-моему, где-то написано, что эти иголочки, они вас очень быстро дисциплинируют, потому что если вы чуть-чуть перетопите, подплывает, да? Если вы чуть-чуть не дотопите, вы увидите отдельные полоски. Но если вы научитесь работать именно правильно, с нужным углом наклона, с нужной скоростью проводки и с нужным выставлением вольтажа, и вовремя будете макать в красочку, то они обеспечивают колоссальную скорость. Поверьте мне, эти иголки я задрочил, наших китайских поставщиков, чтобы они мне подобрали нужную степень заточки иголок, чтобы они нужную степень сведения. Ох, пипец. Вы не представляете, сколько с ними было баталий, чтобы достичь именно того, что вы сейчас видите. Поэтому это все вовсе не просто так. И, ребят, если у вас не получается, это или не ваш просто стиль работы, или, соответственно, у всех, кстати, разный стиль работы. Действительно, потому что есть ребята, которые делают быстро, но при этом они ведут медленно, они очень аккуратные, но они не отвлекаются ни на что, да, и у них в целом работа получается быстро. А есть люди в целом очень быстрые, но они отвлекаются, еще что-то, они тупят там на рисунок, у них там контура стирается, и в целом у них такое же время работы получается. Просто определитесь, к какому типу вы относитесь. Если вы не любите спешить, то эти иголки вполне возможно, что и не для вас. Вот, потому что они для быстрых пацанов. И их еще можно использовать, в принципе, как шейдерные иголки, только в разумных пределах. Понятно, если возьмете 18-й, попробуйте закрасить какой-нибудь там трайбл, то там может быть плохое заживление. Вот. Но если вы делаете какую-то надпись с толстыми контурами, то внутри эту надпись грех просто не закрасить этой иголкой, и глупо будет представлять на какой-то магнум. Это менять. Вот, поэтому я все-таки предлагаю вам еще раз попробовать эти иголки и просто по-другому, не так, как вы работали. Если получится с ними сдружиться, то вы для себя откроете реально новый опыт работы контурными иголками. При этом не обязательно выкидывать другие, как вы говорите, обычные иголки из жизни. То есть просто это разные инструменты. Один инструмент для одной работы, другой инструмент для другой работы. И их можно оценить, потому что эти иголки, они офигенно колят на просто тех частях кожи, на которых более стянутые, более тонкие лайнерные иглы просто не будут колоть с той скоростью и с той толщиной. У нас есть вопрос от Дмитрия Ларионова. Будут ли проводиться мастер-классы для тату-мастеров? Да, будут. Вопрос только в том, когда именно, я не могу вам сказать, друзья. Потому что я не фанат подхода такого, что просто пригласил кого-то, он вам там прочитал лекцию, я за это взял деньги. Потому что по факту тут очень мало людей, кто сможет что-либо полезное извлечь при таком формате. Это то же самое. Вы же все читаете умные книжки, то есть там как стать миллионером, там так далее. Ну и какой процент становится? Потому что по факту действует только более такое четкое обучение именно тренингового формата, там где даются задания и есть какие-то проверки. И пока что этот формат у нас только готовится. Но если вас вообще что-то интересует, если есть какие-то идеи, то пишите под комментариев, в комментариях под этим постом. Это все будет очень интересно нам узнать заранее. Вопрос от трэш-шоу. Где усы? Такие классные были, эх. Да, мне они тоже нравились. Вот. Несмотря на то, что я выглядел как совратитель малолеток в этих усах, да, и Чикатило вместе в одном лице, то все-таки было что-то у них такое, блин. И особенно я своим выглядел в Лондоне, когда приезжал туда. Там есть еще один дружок, Лиам, с такими же шикарными усами. Вот, знаете, ребят, усы это геморрой.
конкретный вообще геморрой. В них застревает всякая лапша, там, еда, то есть их надо обязательно накручивать. Потом, опять же, мы живем все-таки, блин, ну не в Калифорнии, тут зимой достаточно высокая влажность. И я их, собственно говоря, избрил-то зимой, потому что, блин, я тупо затрахался, короче, за ними ухаживать. И когда они не завиты, они выглядят как Халка Хогана, наверное, но только такие недоросшие немножечко. Мне такой стайлак не очень нравился. Вот. Поэтому, если я перееду там, где будет сухой влажный климат, например, вот Дубай, да, где я сейчас нахожусь, вполне возможно, я усы-то я отращу опять. Но не знаю, не факт. У нас вопрос от Northless One. На что уделять внимание при постройке индукционной тату-машины на большие пучки игл? Уделять внимание на то, что нужно самому быть татуировщиком, чтобы проверять тут же, что вы делаете. Желательно проверять каждый день, вносить изменения в эту машинку и записывать, что вы изменили, чтобы запоминать это дело. Ну и последний рецепт. Мне сложно тут сейчас все дьюти, частоты, скважности, все прочее называть, просто потому что это будет как бы, чужая информация, и это будет как бы... У нас тут учебная тревога в отеле, меня предупредили заранее, ребят. Поэтому все окей, как бы. Я продолжу видео после паузы, когда перестанет это бла-бла-бла. Ну так вот, у нас закончилась пожарная тревога, и я продолжаю отвечать на этот вопрос. По факту помните, что чем больше пучок, тем более шейдерным должен быть удар. И именно вот эта вот мысль, ее нужно развить и поэкспериментировать. Потому что если я сообщу совершенно четко все свои характеристики своих машин, вы в принципе и так можете взять и просто как бы откопировать, украсть полностью один в один все размеры, как делает множество билдеров в России, моих украсть. И дальше уже с этим играться. А можете просто попробовать сделать это по-своему. И тот путь тоже как бы, это оба пути, они оба используются. Я в свое время просто брал настройки достаточно известных мастеров, производителей тату-машинок, и с ними игрался каждый день. И мои машинки Pro Shader и Pro Liner, они делались примерно год. И в течение этого года я вносил изменения практически каждый день, машинки небольшие, незначительные, и тут же татуировал. И татуировал я по 2-3 сеанса в день. А по вечерам после этого я вносил изменения, и потом на следующий день опять татуировал. То есть у меня там не особо-то была даже личная жизнь и все прочее. То есть я практически целый год посвятил вот этому. И после этого родились вот эти 2 настройки. Поэтому эксперименты. И помните, что чем толще пучок, тем более шейдерным должен быть удар. Вопрос от СС Днепр. Небрежное отношение. Какими действиями можно убить тачку? Так вот, как я понимаю, речь идет все-таки, скорее всего, не о каких-то роторных слайдерах, которые мы не производим, а о наших индукционных тату-машинках. Убить их достаточно сложно, но можно. То есть, если, например, для Чиена или для какого-нибудь Dragonfly достаточно, чтобы в них просто налили краски, и все, как бы машинка может слипнуться и выйти из строя, там сгорит мотор, то наши машинки нужно ронять на пол или долго целенаправленно убивать. Так вот, убиваются они обычно, если вы используете какую-то очень агрессивную химию и надолго в ней замачиваете. Тогда там могут повреждаться некоторые детали, и после этого могут происходить даже такие вещи, как вошер на катушках, их вспучивает, отходят всякие всевозможнейшие покрытия, катушки тоже облезают. Поэтому, тут, понимаете, я не буду рассказывать, как можно убить. Убить можно тысячи различных способов. Давайте я вам лучше вкратце объясню, что нужно делать. Нужно, во-первых, во время сеанса вы не должны трогать тату-машинку, саму ее часть, кроме держателя и клипкорда. Вы не должны к ней касаться своими ручонками в перчатках, в вазелине, в кровище. Забудьте нахрен. Держите ее только за держак, и клипкорд отсоединяйте и подсоединяйте, только касаясь того места, где он в защите. Все. Сама тату-машинка должна класться на отдельное место на рабочем столе. И это место не должно быть в вазелине, в кровище. Вы можете пометить его для себя, просто сделав такую полосочку из салфетки. И на нее вы кладете именно тату-машинку той частью, где она тату-машинка, а не где держатель. Держатель должен лежать на грязной части. После использования, когда вы разбираете, берите одну руку в перчатке, например, чтобы грязные вещи трогать, другую руку чистую. И чистой вы беретесь за эту тату-машинку, то есть рука у вас, например, даже без перчатки может быть, а грязно вы разбираете, то есть за те части, которые у вас грязные, использовались, контактировали с вазелином, кровищей, там, красками.
Дальше вы берете свою тату-машинку после этого, берете салфеточку, пшикаете на нее спиртосодержащие, дезинфицирующие средства, именно спиртосодержащие. Сейчас объясню почему. Потому что если вы будете использовать водорастворимую химию, она обычно гораздо более агрессивная, и она дольше высыхает. То есть у вас машинка, там выше влажность, она может пойти какой-то коррозией. Спирты же содержащие, вы не заливаете тоже машинку всю к чертям. Вы пшикаете на салфетку и тщательно протираете машинку. Именно в тех местах, ну, везде протираете, но в тех местах, где на нее случайно могла попасть краска или что-то еще, протираете более четко. Далее, вы машинку, не нужно ее убирать сразу в стол, закрывать, потому что там может быть повышенная влажность. Ну, то есть не вся еще влага испарилась от у машинки, потому что даже спиртосодержащие средства содержат нечистый спирт. Там есть вода и достаточно много ее. Так вот, вы кладете машинку в сухое проветриваемое место, и все у вас шикарно. Если же у вас, например, повышенная влажность, вы работаете в подвале или там, не знаю, где-нибудь на югах, на каких-нибудь, где рядышком высокая влажность, то вам еще необходимо будет смазывать пружину, винтики и некоторые другие части, которые могут просто пойти коррозией. Для этого можно использовать, например, такое средство, как в любом магазине продается WD-40, WD-40. Вот. И аккуратненько наносите на ватные палочки, на тампончики, просто обрабатывать пружину, прочие металлические части. Это нужно делать не особо часто, но хотя зависит все от влажности, ребята. Чем влажнее, тем чаще. Вот. Если же вы, ну, ВД-40, она, ну, скорее всего, не очень полезна для организма. Поэтому, если вы хотите возиться с чем-то более экологичным, то есть такая вещь, она продается в оружейных магазинах, называется баллистол. Если вы придете и скажете баллистол, внизу мы напишем, что это такое, то вам по факту как бы продадут эту жидкость, и она не вызывает никаких вообще, ну, никаких вредных воздействий на организм. Более того, она была специально разработана, чтобы даже не только оружие во время войны обрабатывать, а еще и залечивать раны. Вот, в принципе, и весь уход за машинками. Ну, естественно, не нужно их хранять на пол. То есть, несмотря на то, что это не какие-нибудь там хлипкие роторы с кучей огромной кучей деталей внутри, то все равно как бы вещь, ваш профессиональный источник труда, ваш инструмент, к нему нужно очень бережно относиться. И тогда он вам ответит взаимностью, у вас повысится как бы обладание, контроль над ним, и вы будете даже больше денег зарабатывать, он будет вам лучше подчиняться, этот инструмент. Относитесь к нему с уважением. У нас вопрос от Андрея Журавлев. Никак не получается делать плотный закрас. Приходится пару раз перекрашивать. Хотелось бы понять, как правильно делать плотный закрас. Ребят, тут все очень просто. Берете мощную машинку, шейдерную, не лайнерную. Б. Наваливайте на ней нормальный вольтаж. Там не нужно царапать там, на 3, там, 4, 5 вольтах. То есть навалите сразу 7. Лучше сделайте больше. То есть пусть у вас там даже чуть-чуть вдует. То есть, ну, расплывется краска. Не проблема, вы потом уменьшите вольтаж. Но если вы этого не сделаете, вы не будете понимать. Если вы начнете снизу наверх поднимать вольтаж, а не сверху вниз, то вы не поймете, когда начала действительно прокалываться кожа, а не просто сверху там царапаться она. Так вот, взяли мощную машинку, навалили на ней вольтаж. Дальше магнум выставляем из носика, чтобы иголка торчала в холостом состоянии на миллиметр. Что такое холостое состояние? Вы вставляете иголку, надеваете ее там на пин, у вас все в держаке, полностью собранная машинка со всеми резинками и так далее. Она лежит на столе в выключенном состоянии. Из нее магнум торчит на миллиметр. Иногда на чуть-чуть поменьше нужно. Там, не знаю, 0,7 миллиметра. Окей. Дальше вы берете всю эту конструкцию, врубаете под углом 45 градусов, растягиваете кожу, перед этим смачиваете краску, втыкаете и вот такими вот круговыми движениями ведете медленно. И все. Если у вас после этого мой шейдер не даст плотный закрас, и вы действительно выполните все эти рекомендации, такого просто не может быть. И у нас есть очень такой интересный вопрос от Ethiopic Thug Life. Когда торчать бросишь, истощал совсем? Ну, ребят, вот знаете как, у меня очень большие планы на эту жизнь, очень грандиозные, да, у меня есть стратегические цели мощные, у меня есть цели на семью, у меня есть цели на бизнес, у меня есть цели на, собственно говоря, реализацию в других сферах. И для этого нужно много энергии и долгая счастливая жизнь. Вот. Я, знаете, не видел жирных долгожителей. Ну, вообще ни разу не видел. Я знаю, что среди татуировщиков модно быть жирными. То есть я в свое время сам был жирным. Ребят, я весил 100.
Реально сотку, блин. У меня даже фотки, блин, сохранились. Это пипец просто, блин. Вот такая вот харь была, блин, да? Знаете что самое прикольное? Я тогда был на 10 лет младше. А чувствовал я себя паршивее, чем сейчас. Сейчас у меня дохрена энергии, блин. Тут вы меня видите, я уже успел за эту неделю совершить перелет из Москвы в Шанхай. Вот, из Шанхая я переехал там по Шанхаю, ну, как бы по Китаю я помотался, то есть там не спал практически все это время, работал. Потом я успел из Шанхая перелететь за 9 часов в Дубай. Вот сейчас я здесь сижу, здесь у меня достаточно мощные тренинги проходят. Я постоянно думаю башкой, блин, занимаюсь дважды в день спортом. И, блин, у нас опять началась пожарная тревога в отеле. Тут в Дубаях все очень четко, и они регулярно, видимо, их проводят. Но меня предупредили с утра, чтобы я не боялся, не прыгал из окна. Ну так вот, продолжаю. Именно такой ритм мне дает то, что я слежу за своим здоровьем. Так вот, я не видел реально идеально здоровых людей и долгожителей жирных. Просто не видел. И вот эта фишка, как бы, ну, очень сильно меня мотивирует. Поэтому я просто перезагружаю свой организм, я занимаюсь пищевыми паузами, то есть лечебным голоданием, я регулирую свое питание в сторону сыроедения. И я это делаю не потому, что я люблю животных, я это делаю не потому, что как бы там мне противно там мясо, я это делаю не потому, что мне голодать прикольно. Поверьте, ребята, я люблю кебаб вообще, особенно бараний, просто обожаю. И сижу здесь, да, где вообще великолепная кухня, охрененная, блин, и ограничиваю себя яблоками. А сегодня у меня вообще будет день, когда я буду пить только чаек с медом, и все. Ну и всю ближайшую неделю я тоже буду продолжать пить чаек только с медом. Все делается не просто так, поверьте мне. И я изучил достаточно много литературы, я пообщался с достаточно крутыми людьми, кто живой, здоровый, вытащил себя из инвалидности, вытащил себя из различных заболеваний, и поэтому это осознанная работа. А то, что ты исхудал, ну, знаете, стандарты красоты у всех разные. Мне, например, когда у меня скулы, мне нравится гораздо больше. Вот. То же самое, как мне нравятся больше стройненькие девочки, чем пухленькие. Это все стандарты, они у всех разные. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, друзья.